Привет, Ой! С возвращением на канал Тэхён и Чингук, ваш ежедневный источник самых свежих, горячих и захватывающих новостей о BTS. От экстренных сообщений до моментов, растапливающих сердце. У нас есть все, что вам нужно. Обязательно нажмите на кнопку подписки и оставайтесь с нами, потому что контент о BTS уже на подходе. Это не было обычным поздравлением с днем рождения. Когда все 7 участников BTS праздновали день рождения Тэхёна, он улыбался до того самого момента, пока не появился подарок Чингука. В ту же секунду глаза Тэхёна наполнились слезами, улыбка исчезла, и в комнате воцарилась тишина. Никто не ожидал, что Чингук тронет его сердце так глубоко. Сначала комната была наполнена смехом, тем самым смехом, который рождается только тогда, когда 7 человек, выросших вместе, делятся моментом, в котором чувствуют себя в безопасности. Тэхён сидел в центре, окруженный улыбками, игривыми подколами и теплыми пожеланиями от каждого участника. В каждом послании были заключены годы воспоминаний, внутренние шутки и невысказанная благодарность. Он смеялся, хлопал в ладоши и застенчиво опускал голову, явно тронутый, но все еще держал себя в руках, стараясь не делать момент слишком тяжелым. Затем настала очередь Чингука. Атмосфера изменилась мгновенно. Чингук не спешил. Он не шутил. Он просто постоял секунду дольше обычного, держа подарок так, будто он значил гораздо больше, чем просто оберточная бумага и ленты. На его лице не было той яркой улыбки, которую все ожидали, его взгляд был тихим, глубоким и почти нервным. Одно это заставило Тэхёна поднять глаза, а любопытство медленно сменило его игривую усмешку. Когда Чингук заговорил, его голос был мягким, почти нерешительным. Он говорил о времени, о том, как быстро оно летит, и о том, что некоторые моменты остаются с тобой, сколько бы лет ни прошло. Он сказал немного, но каждое слово весило тонну, словно оно шло из того места в душе, которое он редко показывает. В комнате стало тихо. Остальные участники внимательно наблюдали, чувствуя, что это не просто подарок на день рождения, а признание без единого слова. Когда Тэхён открывал подарок, его руки заметно замедлились. Улыбка дрогнула. Что бы ни было внутри, это явно значило что-то, что до конца понимали только они двое. Его взгляд замер на подарке, и внезапно тот игривый айдол, которого все знают, исчез. На его месте был человек, переполненный воспоминаниями, нежностью и чем-то, что было опасно близко к боли в сердце. Он сжал губы, пытаясь сохранить самообладание, но глаза выдали его, они блестели от слез и дрожали. Чингук не отводил взгляда. Он смотрел на Тэхёна со смесью облегчения и беспокойства, словно боялся, что подарок мог оказаться слишком личным, но не в силах был о нем пожалеть. Когда их глаза встретились, показалось, что остальной мир перестал существовать. Ни камер, ни фанатов, только 2 человека, делящих момент, не требующие объяснений. Тэхён тихо рассмеялся, надломленным звуком, который вырвался вместе с глубоким вдохом, и покачал головой, словно пытаясь осознать все сразу. Он поблагодарил Чингука, но его голос сорвался. Остальные участники обменялись взглядами. Кто-то мягко улыбался, кто-то сдерживал собственные слезы, понимая, что они только что стали свидетелями чего-то предельно искреннего. Речь больше не шла о дне рождения. Речь шла об общих трудностях, невысказанной поддержке и связи, построенной годами стояния плечом к плечу, когда мир бывал и добрым, и жестоким. Подарок Чингука не был дорогим или броским, но он нес в себе воспоминания, обещания и эмоции, которые слова никогда не смогли бы выразить полностью. Когда момент прошел, Тэхён вытер глаза и снова улыбнулся. Но это была уже не та улыбка, что прежде. Она была глубже, тяжелее и искреннее. И все присутствующие знали, этот день рождения он никогда не забудет. Не из-за праздника, а из-за тихой эмоциональной истины, скрытой в одном простом подарке от Чингука. Атмосфера медленно возвращалась в прежнее русло, но что-то невидимое уже изменилось. Последовавший смех казался более мягким и осторожным, словно все поняли, что была перейдена тонкая грань. Тэхён продолжал поглядывать на подарок, снова и снова касаясь его пальцами, словно боялся, что это чувство исчезнет, если он перестанет его трогать. Время от времени его взгляд возвращался к Чингуку, и каждый раз Чингук без колебаний встречал его взгляд, отвечая маленькой,
ободряющей улыбкой, которая говорила больше любых слов. Один за другим вмешались остальные участники, снимая напряжение мягкими шутками и теплыми объятиями. Джин подшучивал над Тэхёном, чтобы тот перестал плакать в свой день рождения. Хасок хлопал в ладоши, пытаясь поднять настроение, а Чимин оставался рядом, положив руку на плечо Тэхёна чуть дольше обычного. Намджун наблюдал молча, с задумчивым выражением лица, словно понимал вес таких моментов лучше всех. Юнги едва заметно кивнул. Это было молчаливое признание того, что некоторые чувства не нуждаются в словах, чтобы их уважали. Но даже когда комната снова наполнилась звуками, эмоциональное эхо жеста Чингука продолжало вибрировать. Тэхён, наконец, глубоко вздохнул и заговорил, его голос стал тверже, но все еще был пропитан эмоциями. Он признался, что раньше дни рождения казались ему тяжелыми из-за давления, ожиданий и одиночества, которое иногда приходит, когда ты окружен толпой, но чувствуешь себя невидимым. Он сказал, что такие моменты напоминают ему, ради чего он продолжает идти вперед и почему годы изнурительного труда того стоили. Когда он упомянул Чингука, его голос смягчился. Он не стал объяснять, что это за подарок, в этом не было нужды. Он просто сказал «Спасибо, что всегда помнишь о мелочах. За то, что остаешься рядом, даже когда слова излишни». Чингук на секунду опустил глаза, явно смутившись, а затем тихо рассмеялся, потирая затылок, как он всегда делает, когда чувства подступают слишком близко. Камеры продолжали снимать, но то, что они запечатлели, было редкостью. Не выступление, не имидж айдола, а просто 7 человек, объединенных связью, закаленной временем, борьбой и непоколебимым доверием. Позже фанаты будут анализировать каждый взгляд, каждую паузу и каждый вздох, пытаясь понять силу этого момента. Но правда была проще любой теории, это была искренность. За пределами комнаты по коридору разносились приглушенные голоса персонала и мемберов. Внутри время словно замедлилось. «Знаешь», — начал Тэхён, глядя в пол, — «дни рождения заставляют думать о вещах, о которых обычно стараешься не думать». Чингук взглянул на него. «О каких? Например?» «О том, как быстро все движется», — сказал Тэхён, «и как некоторые моменты исчезают прежде, чем ты успеваешь понять, насколько они были важны». Чингук кивнул. «Вот почему я сохранил это. Тот день, то воспоминание. Я боялся, что если отпущу это, то потеряю что-то важное». Тэхён наконец поднял на него глаза. «Ты не потерял», — сказал он. «Ты это защитил». Их взгляды встретились. Это не было грандиозным признанием, просто 2 человека, за плечами которых было слишком много общей истории, чтобы притворяться, что это ничего не значит. «Думаю, я тоже боялся», — признался Тэхён. «Боялся, что если заговорю об этом, то что-то изменю». Чингук медленно выдохнул. «Может быть, все уже изменилось. Просто мы не замечали». Из коридора раздался голос. «Эй, вы двое идете». Тэхён тихо рассмеялся. «Нам пора». Чингук встал первым, затем помедлил. Я рад, что подарил тебе это». Тэхён сжал коробочку чуть крепче. «Я тоже». На следующее утро мир все еще гудел. Ведущие новостей упоминали о признании Чингука по телевидению, а социальные сети не переставали крутить этот отрывок. Но внутри круга BTS все было странно тихо. Чингук в тот день держался в тени, оставаясь в своей студии, погруженный в мысли. Годами его эмоции были скрыты под слоями профессионализма и славы. Но теперь он высказался. Тэхён хранил публичное молчание, но во время прямого эфира 2 дня спустя фанат спросил: «Ты видел интервью Чингука?» Тэхён улыбнулся, той самой медленной, мягкой улыбкой, и тихо сказал: «Да. Я горжусь им». Всего 5 слов, но они исцелили миллионы сердец. Позже источник сообщил, что слов Чингука не было в сценарии. Интервью должно было быть посвящено его сольному пути. Но когда его спросили, кто вдохновлял его больше всего, Чингук замолчал. Он вспомнил ночи в общежитии для трейни, смех, который помогал им справляться с усталостью, и то, как Тэхён тихо проверял, как он, после долгих репетиций. Именно тогда он и сказал все. Это не был пиар-ход, это был момент истины. Армии сплотились как никогда.
Хэштеги решетка Елавевак и решетка Тайкак Forever держались в трендах несколько дней. Один фанат написал: он не просто признался в чувствах к Т. Он признался в том, что он человек. Неделю спустя на закрытом мероприятии появилось видео, где Тэхён и Чингук сидят рядом, тихо разговаривая и смеясь, как раньше. Чингук наклонился ближе, что-то прошептал, и Тэхён похлопал его по плечу. После всех спекуляций стало ясно, между ними все хорошо. Их связь не нуждалась в починке, она просто продолжалась. Прошли недели, буря утихла, но влияние осталось. В более позднем интервью Чингука снова спросили о том вирусном моменте. Он застенчиво улыбнулся и сказал: «Иногда нужно просто сказать то, что у тебя на сердце. Жизнь слишком коротка, чтобы прятать любовь». Когда его спросили, ответил ли Тэхён лично, Чингук усмехнулся. Ему не нужно ничего говорить. Он и так знает. Их история не была про драму. Она была про связь и про то, что слова не всегда должны шокировать, иногда они предназначены для того, чтобы исцелять.